который родился с самым слабым навыком из всех. У него есть только одна цель — победить чудовище с кожей тверже камня. Тысячи лет оно играло с воинами, как с игрушками. Все в страхе бегут от него, но не Айн. Он стоит на своем, используя свою новую силу и самый мощный навык. Бог смотрит на него. Впервые за много веков кто-то осмеливается заявить, что может победить чудовище. Дракон находит это забавным. Он был рожден сильнейшим и всегда таким оставался. Но затем Айн приходит в черту. Он оскорбляет создателя чудовища, повелителя демонов. Дракон приходит в ярость. Он обрушивает на Айна шквал снарядов, но тот уворачивается от всех. Чудовище смеется, называя его трусом, и обрушивает на него песчаную бурю. Айн использует хаос, чтобы подобраться ближе и отсечь дракону руку. Но Айн не всегда был таким. Когда-то он был уродливым, слабым и несчастным и постоянно задавался вопросом, зачем вообще появился на свет. Все издевались над ним из-за его самого слабого навыка — оценки. Однажды он даже сбросился с обрыва. Теперь все изменилось. Айн уверен в себе и достаточно смел, чтобы насмехаться над непробиваемой защитой чудовища. Дракон в гневе зарывается в песок и начинает кружить под Айном, из-за чего невозможно предугадать, когда он нанесет удар. Внезапно он выныривает, подбрасывает Айна в воздух и проглатывает его целиком. Но именно этого Айн и добивался. Внутри пасти дракона он выпускает мощное заклинание, разрывающее неуязвимое чудовище на мелкие кусочки. Перед тем, как дракон нырнул под землю, Айн незаметно наложил на себя иллюзию и защитил себя магическим барьером перед взрывом. Когда части дракона исчезают, раздается голос. Это Урсула просит Айна проверить новые навыки, полученные от дракона. Айн возвращается, но его зовет сам король. Король лично благодарит его за защиту королевства. Заглянув Айну в глаза, он видит в них нечто необычное. Он верит, что Айн станет по-настоящему великим. В награду король дарит ему королевские часы с гравировкой, которые дают право беспрепятственно и без ограничений путешествовать по всем землям. Той ночью Айну снится странный сон. Он видит себя в прошлом, когда над ним издевались его бывшие товарищи по отряду авантюристов. Его работа тогда была простой — оценивать монстров, разделывать их и уносить добычу. Но кое-что привлекло его внимание. Даже когда с ним плохо обращались, недоплачивали и оскорбляли, он всегда улыбался, несмотря ни на что. Нынешний Айн не может смириться с этой слабостью, но потом что-то меняется. Он видит, как его прежнее «я» остается позади, и его пожирают монстры. Внезапно безжизненное тело поворачивает голову и говорит. Оно называет Айна счастливчиком за то, что он выжил, но при этом обзывает его ничтожеством, никчемным обладателем класса, который выжил только благодаря духовному глазу. Айн просыпается в холодном поту. Затем начинается хаос. Монстр нападает на город, раскидывая людей как кукол. Он хватает эльфийку. Айн бросается к ней и рассекает воздух мечом и спасает девушку. Он использует оценку. Это химера, человек, превращенный в монстра. Они сражаются. Айн ставит барьер, чтобы защититься от атак, но химера с легкостью его разрушает. Затем она произносит слова, которые ошеломляют Айна. «Мусорщик». Айн замирает. Он знает этот голос. Это Заид. Не успевает Айн опомниться, как Заид снова бросается в атаку. Он кричит, что тоже получил благословение духа и эволюционировал, как и Айн. Айн уклоняется, но медлит. Он никогда раньше не убивал людей. Зоид насмехается над ним, говорит, что он просто притворяется героем, прикрываясь своей силой. Айн отрицает это, но слова из его сна эхом звучат в голове. Его прежняя версия, темный Айн, шепчет из тени, искушает его, уговаривает сдаться, принять тьму и, наконец, перестать терпеть унижение. Темный Айн заставляет его вспомнить подземелье, боль, унижение. Он снова видит себя идущим за Зоидом и его девушкой, пока они уничтожают монстров. Айн никогда не сражался. Его работа всегда была одной и той же — убирать, осматривать трупы и выносить добычу. Его называли мусорщиком. Для них он был не тем. Айн, владевший только одним навыком — оценкой, мог определить, что это за предмет, просто взглянув на него. Но в их глаза это делало его бесполезным. Он был просто носильщиком, посмешищем. Зоид бросал ему дохлую крысу и рявкал: «Оцени ее, а потом разделай». Когда Айн просил о помощи, Зоид отшвыривал его, как мусор, смеялся над ним, говорил, чтобы он заткнулся и делал свою работу. Айн каждый раз извинялся и продолжал делать то, что ему говорили, потому что в глубине души верил, что только так он сможет выжить, что только на это он и годен. Химера и темная версия Айна продолжают убеждать его, что он ничем не отличается от них, что он готов на все ради выживания. Айн пытается осмыслить их слова, напряжение становится невыносимым. Его мысли возвращаются в подземелье, где все началось. Айн вспоминает, как глубоко в подземелье их загнали адские гончие. Зоид приказал своей девушке парализовать Айна. Когда Айн упал, Зоид наступил на него и, используя его как приманку, стал кричать на зверей, пока они с девушкой убегали. Адские гончие не колебались. Они набросились на него, вцепились в руки и ноги. Паралич прошел как раз вовремя. Айн схватил ближайший камень, чтобы отогнать их, и бросил свой рюкзак, чтобы отвлечь их и успеть сбежать. Но когда он добрался до выхода, то увидел, что Зоид и его девушка перекрыли путь. В панике Айн заметил узкий коридор рядом с завалом и свернул туда. Коридор вел в тупик. Оказавшись в ловушке, Айн понял, что у него есть только два выхода — вернуться и быть съеденным или спрыгнуть с обрыва позади себя, рискуя разбиться насмерть. Он стоял и винил себя. Он думал, что все это произошло из-за того, что он родился с бесполезным классом. Оценка. Он пытался избежать своей жалкой участи и стать искателем приключений, но никто никогда не воспринимал его всерьез.
Над ним насмехались, его игнорировали и бросили. Он признался себе, что на самом деле никогда не пытался измениться, а вместо этого смирился с ограничениями, которые на него накладывали другие. Не видя другого выхода, Айн шагнул к обрыву. Падая, он думал о том, зачем он родился, в чем смысл его жизни и насколько бесполезной она была. Но перед самым падением Айн пришел в себя. Зоид продолжает издеваться над Айном, сбивая его с толку и отвлекая. Его мысли путаются. И тут вперед выходит эльфийка, которую Айн спас ранее. Она встает перед ним, защищая его. Она говорит, что он не такой, как они. Он не таит зла. Рядом с ней появляется еще одна девушка. Она говорит, что Айн изменился не только физически, но и внутренне. Она объясняет, что он сильный, потому что никогда не использовал свою силу, чтобы навредить кому-то слабее себя. Дарк Айн пытается спорить, все еще настаивая на том, что он ничем не отличается от Зоида, но первая девушка улыбается. Она говорит, что встреча с Айном изменила ее судьбу. Эти слова что-то ломают внутри него. Айн начинает плакать. Он спрашивает, действительно ли он стал сильным. Обе девочки кивают. Заид смотрит на это и начинает злиться. Раздраженный тем, что он называет мягкой болтовней, настаивает, что Айн по-прежнему просто никчемный червяк, ничем не отличающийся от него. Темный Айн соглашается, но настоящий Айн начинает говорить. Он признает, что всегда думал, что мир разрушен, где ценность каждого человека зависит только от его навыков. Он тоже верил в эту систему. Он думал, что девочки делают его сильным, но теперь он видит, что они решили поверить в него, даже когда он сам в себя не верил. В этот момент Айн делает выбор, его тело начинает светиться, магия течет сквозь него. Он заявляет, что станет тем человеком, в которого девочки верили все это время. Заид сбит с толку внезапным всплеском энергии Айна. Одна из девочек объясняет, что Айн сейчас впервые использует 100% своей духовной силы. Заид этого не приемлет. Он бросается вперед, но Айн двигается быстрее, ударяя Зоида локтем и опрокидывая его на землю. Заид пытается контратаковать, но его атаку останавливает барьер Айна. Потрясенный, Заид не может понять, почему щит не сломался, как раньше. Девочка говорит ему правду. Он использует только 10% своей духовной силы. Айн использует всю свою. Расстроенный, Заид кричит, чтобы его создатель дал ему больше силы. Его тело начинает мутировать. Шипы на его спине становятся все больше. Его фигура становится еще более чудовищной. Он заявляет, что теперь он самый сильный, и бросается в бой. Айн призывает свой меч. Без колебаний он использует свою духовную силу, чтобы избавить Зоида от влияния Химеры и вернуть ему человеческий облик. Заид в замешательстве падает на землю. Он не понимает, почему Айн помогает ему даже сейчас. Айн улыбается и говорит, что для помощи другим не нужна сила. Он говорит, что смог измениться и верит, что Заид тоже сможет. Заид опускает голову. Его голос дрожит. Он протягивает руку и берет Айна за руку. Прибывают стражники и уводят Зоида. Когда они уходят, Айн начинает думать о том, что, возможно, кто-то наделил Зоида духовной силой, воспользовавшись его слабостью. Он начинает вспоминать прошлое, тот момент, когда Заид бросил его. Спрыгнув со скалы, Айн приземлился на дно подземелья. Это место было странным, совсем не похожим на верхние уровни. Посреди него росло огромное дерево, вокруг которого струилась чистая вода. Он был серьезно ранен при падении, но прежде чем потерять сознание, рядом с ним появилась спасенная им ранее эльфийка и нежно поцеловала его в лоб. Через несколько минут Айн очнулся. К его удивлению, все его раны затянулись. Он тут же применил оценку к воде и обнаружил, что это предмет с ранга. Вода с мирового древа, способная исцелить любую рану или болезнь. Потрясенный, он применил навык оценки к самому дереву. Оно подтвердило его догадки. Это было мировое древо, легендарный источник всей магической силы в мире. Он молча поблагодарил дерево за спасение и задумался, что делать дальше. Он заметил кое-что необычное. В округе не было монстров. Во всем нижнем уровне подземелья царила тишина. Через некоторое время он нашел большую дверь. Он подумал, что это может привести к выходу из лабиринта. Не найдя поблизости оружия, Айн подобрал камень на случай, если придется защищаться. Он шел и удивлялся, что монстры до сих пор не появились. Но вдруг почувствовал резкую боль в ухе. Он споткнулся и увидел, что его ухо лежит на земле. Он потянулся за ним, и два его пальца тоже отвалились. В панике он огляделся и заметил неподалеку кассу. С помощью оценки он определил, что это монстр С-ранга. Это существо любит играть со своей добычей. Внезапно монстр набросился на него и начал кромсать на куски. Айн попытался отползти, но монстр приготовился его прикончить. Но прежде чем он успел нанести новый удар, существо замерло и запаниковало. Айн обернулся и увидел, что оно лежит на земле, придавленное чем-то тяжелым. Он снова воспользовался оценкой. Это был огромный медведь-людоед, хищник С-ранга. Он выглядел разъяренным. В одно мгновение медведь полоснул Айна когтями по лицу. Ничего не видя, Айн снова попытался отползти, но медведь схватил его и начал душить. Айн решил, что это конец. Но тут голова медведя отделилась от тела. Айн потерял сознание от изнеможения. Когда он очнулся, то снова был в зале мирового древа. Все его раны исчезли. Глаз и ухо полностью восстановились. Он сел и увидел перед собой красивую эльфийку. На мгновение он потерял дар речи. Появляется еще одна девушка и тут же начинает жаловаться. Не успевает она договорить, как молчаливая эльфийка протягивает Айну чашку чая. Айн пытается спросить, кто они такие, но вторая девушка заставляет его выпить чай без объяснений. Допив, он спрашивает, не они ли его спасли. Сначала грубо отвечает та, что жаловалась. Она говорит, что никогда не хотела его спасать. Но вторая, тихая девушка по имени Юри, умоляла ее это сделать. Айн благодарит Юри, но не успевает сказать спасибо, как вторая девушка начинает бить его за то, что он флиртует с ее дочерью.
Айн в замешательстве просит разъяснений. Женщина представляется Урсулой, хранительницей мирового древа. Она объясняет, что по всему миру разбросано 9 мировых деревьев, и у каждого есть свой хранитель. В данном случае она присматривает за Юри с тех пор, как та пустила корни здесь. Айн удивлен, что принял Юри за человека. Урсула объясняет, что Юри не человек, она дух мирового древа. Айн подходит к Юри и про себя думает, что теперь понятно, почему она такая красивая. Но Урсула прерывает его размышления, снова бьет его и требует вернуть глаз. Айн не понимает, о чем речь, пока не вспоминает о медведе-людоеде, который ранил его ранее. Урсула объясняет, что для его исцеления они использовали капли мирового древа. Поскольку его глаз был уничтожен, они создали искусственный глаз-дух, используя силу древа. Айн не понимает, почему Юри так хотела ему помочь. Урсула говорит, что это из-за того, что когда он упал и увидел древо, он поблагодарил его. Большинство людей, которые попадают в эту скрытую бездну, причиняют вред древу Юри, срывают листья или ломают ветви, когда понимают, что она мировое древо. Айн был единственным, кто искренне поблагодарил ее и спокойно ушел. Услышав это, Айн еще раз искренне благодарит Юри за то, что она во второй раз спасла ему жизнь, и пытается выразить свою признательность. Урсула велит ему поторопиться и уходить, но Юри начинает плакать. Она знает, что Айн не выживет в таком состоянии. Не имея другого выбора, Урсула соглашается тренировать Айна, пока он не станет достаточно сильным, чтобы противостоять монстрам С-ранга. Прежде чем они приступят, Урсула предупреждает, что не потерпит лени. Айн обещает выложиться на полную. Тренировка начинается немедленно. Урсула бросает его в бой с монстром С-ранга. Цель Айна — использовать свой новый духовный глаз с функцией оценки, чтобы научиться уклоняться от атак в условиях сильнейшего давления. Он понимает, что это его шанс. Если он получит ранение, Урсула сможет его вылечить, а он сможет использовать полученный опыт, чтобы довести оценку до автоматизма. После недели непрерывных сражений он учится точно предугадывать движения противника, но Урсула говорит, что этого недостаточно. Она говорит, что теперь он должен победить монстра С-ранга, используя только деревянный меч, сделанный из древесины мирового древа. Айн думает, что это будет легко, но быстро понимает, что хотя он и видит движение противника, его тело не может двигаться и атаковать достаточно быстро. Следуя указаниям Урсулы, Айн учится использовать замедление духовного глаза, чтобы одним ударом нанести точный удар. После победы над монстром Урсула заставляет его сразиться еще с несколькими, чтобы отточить его инстинкты и контроль. Затем она приступает ко второму этапу обучения. На этот раз он должен использовать оценку не только для определения навыков противника, но и для их копирования и изучения с помощью духовного глаза. Он пробует это на монстре и успешно получает навык, увеличивающий скорость, но при беге его мышцы разрываются от напряжения. Урсула использует свои знания о физической подготовке, чтобы постоянно исцелять его во время бега, пока его тело не адаптируется. Позже она позволяет ему оценить ее навыки и скопировать заклинание отбрасывания ранга С, которое позволяет ей мгновенно использовать магию без произнесения заклинания. Аян также копирует заклинание огненного шара и несколько недель тренируется, пока не сможет выпустить 1000 огненных шаров. Наконец Урсула позволяет Аяну сразиться с медведем смерти, чтобы отомстить за себя. Аян без колебаний находит монстра и обрушивает на него шквал огненных шаров. Но его прицел ужасен. Он использует свою способность к быстрому передвижению, чтобы подобраться к медведю сзади, и накладывает на него мощное заклинание ветра, лишая его равновесия. Медведь сопротивляется и переходит в контратаку, но Аян добивает его последней волной из 1000 огненных шаров, полностью уничтожая его. Убедившись, что Аян готов, Урсула наконец позволяет ему сразиться с медведем смерти. Аян без колебаний находит монстра и обрушивает на него шквал огненных шаров, но его прицел ужасен. Он использует свою способность к быстрому передвижению, чтобы подобраться к медведю сзади и накладывает на него мощное заклинание ветра, лишая его равновесия. Медведь сопротивляется и переходит в контратаку, но Аян добивает его последней волной из 1000 огненных шаров, полностью уничтожая его. Аян рад, что наконец-то отомстил медведю смерти, но Урсула говорит, что теперь ему пора вернуться на поверхность и использовать свои новые навыки, чтобы одолеть любого, кто встанет у него на пути. Перед уходом Урсула велит ему быть благодарным. Юрий отдал ему часть духовного ядра мирового древа. Урсула с помощью магии вживляет ядро в его глаз, и теперь он становится глазом бога духов. Аян оборачивается, чтобы поблагодарить Юрия, но того нигде нет. Внезапно он появляется и объясняет, что все это время был внутри его нового глаза. Отныне он будет сопровождать Аяна в его странствиях. В качестве последнего подарка Урсула накладывает на руку Аяна заклинание бесконечного хранения и дает ему духовный меч, сделанный из мирового древа. Затем она без предупреждения пронзает его второй глаз мечом и заставляет проглотить философский камень. Этот предмет соединяет разум Айна с сознанием Урсулы и позволяет ей видеть его глазами. Перед уходом Айн спрашивает Юри, чем она хочет заниматься во внешнем мире. Она отвечает, что хочет найти своих сестер. Тогда Урсула рассказывает, что изначальное мировое древо было разделено на 9 частей, каждая из которых помещена в подземелье и охраняется отдельным духом. Айн соглашается помочь Юри воссоединиться с сестрами. С помощью Урсулы он начинает выбираться из подземелья. По пути он побеждает нескольких монстров С-ранга и перенимает их навыки. Наконец, он добирается до массивной двери. Урсула говорит, что за ней находится босс подземелья и что единственный способ выбраться — победить его. Внутри Айн сталкивается с огромным каменным монстром. Он не медлит. Он использует свой навык скорости, чтобы приблизиться к монстру, блокирует его атаку с помощью усиленной физической мощи и наносит ответный удар, используя навык с ядовитым газом. Монстр приходит в ярость и бьет по земле, но Айн успевает спрятаться. Урсула советует ему использовать ее сильнейшее заклинание. Айн соглашается и применяет удар новой звезды. Сочетание магии ветра, огня и молнии. Заклинание С-ранга побеждает босса с одного удара. Юри появляется, чтобы исцелить Айна и поздравить его, но Урсула прерывает ее, говоря, что нужно поторопиться и изучить навыки босса. Затем она приходит в еще большее возбуждение. Она хочет, чтобы Айн изучил ядро подземелья. Когда он это делает, Урсула мгновенно телепортируется к нему. Сбитый с толку Айн спрашивает, как ей это удалось.
Она объясняет, что поскольку мировое древо теперь находится в его левом глазу, она может появляться рядом с ним, когда нужно. С помощью ядра подземелья Урсула улучшает божественного духа по имени Ока, наделяя Айна способностью предугадывать время контратаки противника. Они быстро покидают подземелье и оказываются в ближайшем лесу. Внезапно они слышат крик. Монстры нападают на карету. Юрий и Урсула прячутся в глазу Айна, а он, используя свою скорость, бросается в бой и побеждает врагов. После битвы он поглощает навыки монстров, и девушки возвращаются, чтобы исцелить раненых солдат. Среди них Айн замечает мужчину и девочку. Когда он подходит, девочка подбегает к нему и обнимает, называя своим героем. Айн в замешательстве, но мужчина представляется как Джаспер, а девочка как Клаудия, третья принцесса королевства. Они провожают Клаудию домой, где она снова пытается поблагодарить Айна, но Юрий не дает ей обнять его, заявляя, что она самопровозглашенная жена Айна. Клаудию это не смущает. Она говорит, что не против быть второй женой. Затем Джаспер отводит Айна в сторону, чтобы поговорить наедине. Он подозревает, что глаз Айна на самом деле является духовным ядром. Айн подтверждает его догадку. Джаспер объясняет, что мировое древо однажды использовало свою силу, чтобы запечатать повелителя демонов, и после этого раскололось, оставив после себя лишь несколько духовных ядер. Айн спрашивает, есть ли у Джаспера какие-то сведения об оставшихся ядрах. Джаспер отвечает, что есть. Айн не теряет времени. Получив от Джаспера наводку, он сразу же отправляется к тайному подземелью. Юрий явно встревожен, но Айн успокаивает его. Он полон решимости найти всех ее сестер. Оказавшись внутри, он быстро заходит в тупик. Урсула замечает что-то странное. В стене спрятано заклинание телепортации. Она говорит Айну, чтобы он прикоснулся к нему. Он следует ее указаниям, и его внезапно телепортируют в огромный лес. Но Урсула объясняет, что все это иллюзия. Не успевает Айн опомниться, как они слышат знакомый голос, приветствующий Юрия. Юрий сразу же узнает его. Это Пина и ее младшая сестра. Пина с любопытством спрашивает, зачем Юрий путешествует с человеком. Чтобы проверить их силу, она предлагает им дойти до конца подземелья. Она предупреждает, что это место кишит монстрами с ранга и смертельными ловушками. Айн принимает вызов. Используя свои навыки оценки, духовное око и стратегические советы Урсулы, он избегает всех ловушек и побеждает всех противников. Пина наблюдает за ним без особого интереса. Она ожидала, что ее ловушки сработают лучше, но теперь пришло время встретиться с монстрами. Монстры С-ранга нападают один за другим, но ни одна из их способностей не действует на Айна. Благодаря его пассивным навыкам они не причиняют ему вреда. Он с легкостью побеждает их и поглощает их способности, быстро проходя подземелья. Пина раздражается, видя, как Айн с одного удара расправляется с сильными монстрами. Наконец он добирается до комнаты с боссом. Там он активирует способность полета, чтобы найти врага. И тут земля начинает двигаться. Из-под земли появляется огромная черепаха с мощным панцирем. Айн выпускает огненный шар, но тот не причиняет ей вреда. Черепаха отвечает водяным шаром, который Айн блокирует мечом, ориентируясь на время действия своей способности оценки. Но что-то не так. Его атаки попадают в цель, но не наносят должного урона. Они словно рассеиваются. Поняв, что что-то не так, Айн внезапно перестает сопротивляться и позволяет черепахе нанести удар. Урсула в панике думает, что он совершил ошибку, но Айн сохраняет спокойствие. Теперь он все понял. Это очередная иллюзия. Он использует развеивание, чтобы разрушить ложный образ и увидеть настоящего босса, крошечную черепашку. Урсула впечатлена. Даже она не смогла разглядеть иллюзию. Наконец снова появляется Пина. Айн шутливо угрожает пожаловаться на ее поведение Пите, еще одной сестре духу. Этого достаточно. Иллюзия полностью рассеивается, и Пина обнимает Юрия. После воссоединения Пина спрашивает, можно ли ей присоединиться к ним. Она устала сидеть заперти в подземелье и тоже хочет отправиться в путешествие. В знак доверия она обещает отдать Айн свое духовное ядро. Айн соглашается, он хочет, чтобы все сестры воссоединились. Внезапно гигантская черепаха превращается в женщину. Она представляется как Курахими, хранительница Пины. Айн поражена не только ее трансформацией, но и тем, как резко меняется поведение Урсулы по отношению к ней. Затем Пина отдает Айн свое духовное ядро, а Курахиме — свой философский камень. Это повышает уровень духовного бога Айн до 4, открывая новые способности, такие как глазные техники, а также возможность распознавать иллюзии и разрушать их. Юрий вне себя от радости, что воссоединилась с сестрой. Айн тихо обещает ей, что во что бы то ни стало найдет остальных 6 сестер. Вернувшись в настоящее, Айн отдыхает после битвы с Зоидом, когда Юрий внезапно просит его поцеловать ее. Он растерянно не знает, что ответить, но Урсула объясняет ситуацию. Она говорит, что после пробуждения в качестве хранительницы связь Айн с Юри, духом мирового древа, стала нестабильной. Чтобы восстановить ее, они должны провести ритуал. Айн думает, что это что-то формальное, вроде рыцарской клятвы, но замечает, что остальные девушки необычно взволнованы. Все они выходят на улицу. А Ян пытается поскорее закончить ритуал, но потом видит, что Юри подставляет губы для настоящего поцелуя. Он нервничает, но решает не отступать. В последний момент он промахивается и целует ее в лоб. Внезапно его духовный бог ранга S превращается в божественный глаз ранга S. Той ночью, пока все спят, Аян чувствует что-то необычное. Он выходит на улицу и сталкивается со странным человеком, похожим на птицу. Тот представляется как Фалька, барон армии демонов. Фалька заявляет, что пришел убить Айна. Айн просит его помолчать, потому что он слишком громко кричит, и это раздражает демона. Фалька нападает, но тут же отлетает в сторону от одного мощного удара. Айн преследует его в воздухе, используя магию полета, и убивает с помощью спиральной пули.
В результате боя он получает способность штормовой ветер, но так и не понимает, почему Фалька послали его убить. На следующий день Энн приходит в Королевский дворец, чтобы попасть в запретную библиотеку, куда могут войти только члены королевской семьи. Однако, благодаря королевским часам с гербом, подаренным ему королем, он получает доступ. Он узнает, что для входа ему по-прежнему нужно личное разрешение короля и библиотекаря. Когда он стучит в дверь и входит, Юрий пытается проследовать за ним, но натыкается на невидимую стену. Урсула понимает, что что-то не так. Барьер пропускает только людей. Духи не могут пройти. Она пытается телепортироваться к Айну, но у нее не получается. Айн решает идти один и начинает исследовать огромную библиотеку, но найти нужную информацию оказывается непросто. Внезапно с неба падает девушка, и Айн ее ловит. Она представляется как Алиса, библиотекарь. Она объясняет, что читала на летающей платформе и случайно упала. Айн в замешательстве, но она подтверждает, что следит за всей библиотекой. Она спрашивает, зачем он здесь, и он отвечает, что ищет информацию о местонахождении тайных подземелий, чтобы помочь подруге найти ее семью. Услышав это, Алиса дает ему книгу о тайных подземельях, а затем удивляет его вопросом о том, как дела у Юрии. Айн удивляется, откуда она знает это имя. Алиса рассказывает, что она тоже дух мирового древа, как и Юри. Внезапно появляется Акахане, хранительница Алисы, и жалуется, что на нее снова не обращают внимания. Айн говорит Алисе, что Юри и Пина ждут снаружи и хотят с ней встретиться. Однако Акахане объясняет, что эта библиотека находится в отдельном тайном подземелье, соединенном с замком магическими вратами. Пройти через врата могут только люди и только с разрешения короля и библиотекаря. Акахане также говорит, что Алиса сможет встретиться с сестрами, только если Айн найдет физический вход в подземелье и войдет через него. Айн хочет просто вывести Алису наружу, но Акахане говорит, что это не сработает, если только Алиса сама не захочет уйти. Иоанн мягко спрашивает Алису, хочет ли она встретиться с сестрами. Она не отвечает. Он извиняется и говорит, что понимает ее страх. Когда-то он чувствовал то же самое. Но он объясняет, что Юрий, Пина и другие помогли ему преодолеть страх и обещает поддержать Алису. Он предлагает помочь ей шаг за шагом и благополучно привести ее к сестрам. Зная, что она пока не может ему доверять, он решает уйти и с помощью книги найти вход в подземелье, пообещав вернуться. На следующий день Айн возвращается. Не успевает он ничего сказать, как Алиса встает и говорит, что приняла решение. Она доверяет ему. Айн берет ее на руки и летит к мировому древу, где получает духовное ядро Алисы. Однако он узнает, что Акахана не может покинуть библиотеку или использовать телепортацию, как другие хранители. Чтобы помочь им, она создает свою копию, чтобы та сопровождала Алису в путешествии. Они отправляются в путь. Но Айн быстро понимает, насколько слаба Алиса. В конце концов, он побеждает всех монстров сети ранга, включая босса подземелья, и перенимает их навыки. Вскоре они возвращаются домой. По пути Айн наблюдает за тем, как взаимодействуют члены группы. Сестры и хранительницы ведут себя необычно, особенно девочки, которые наперебой бросаются обнимать Айна. Все они влюблены в него. Айн не знает, как реагировать, он размышляет, чем бы заняться, и тут на него сзади набрасывается Меган. К ним присоединяется Джаспер, и они оба осыпают Айна признаниями в любви, а потом успокаиваются. Они сообщают ему, что король обратился в гильдию с особой просьбой. Айн в замешательстве, он и представить себе не мог, что король обратится к нему с просьбой. Джаспер спрашивает Айна, знает ли он что-нибудь о демонах. Айн вспоминает встречу с Фалько, который представился бароном, одним из 5 высших демонов, и признается, что знает о демонах. Меган рассказывает, что несколько веков назад, после того, как герои возвели пространственную стену, демоны были изгнаны из человеческого общества. Несмотря на это, в районе Рашек участились случаи появления демонов. Джаспер рассказывает, что его задача — уничтожить бесчинствующих в этом районе демонов, пока они не причинили еще больше вреда. Король поручил эту миссию Айну, потому что обычные искатели приключений с ней не справятся, и Джаспер считает, что король был прав. Айн на секунду задумывается и соглашается помочь жителям Рашика. Появляется Урсула, она недовольна решением Айна. Она напоминает ему, что у них есть другие обязательства, и они не могут тратить время на помощь незнакомцам. Айн соглашается с ней, но напоминает, что они с Юри тоже были друг другу чужими, когда впервые помогли ему. Айн рассказывает, как столкнулся с превосходящим по силе противником и не был уверен, что выживет. Он остался в живых только благодаря Урсуле, которая помогла ему и дала шанс спастись. Теперь он должен отплатить добром за добро и помочь любому, кто в этом нуждается, даже если это незнакомец. Появляется Юрий и говорит, что полностью поддерживает идею помогать тем, кто в беде. Появляются остальные и соглашаются помочь Айну. Айн поворачивается к Урсуле, чтобы узнать, не передумала ли она. Его проникновенная речь не оставила ее равнодушной. Она соглашается помочь ему, тем более, что Юрий тоже не против. Айн встречается с Джоспером и принимает задание. Он накидывает плащ и клянется уничтожить всех демонов, терроризирующих Райшек. Тем временем Мия и ее отец вместе с жителями деревни отправляются на периодическое паломничество к владыке Гидре. Как и все жители деревни, Мия голодна, и отец уверяет ее, что они идут туда, где еды в изобилии. Мия думает, что отец ведет ее на небеса, чтобы она встретилась с мамой, и с нетерпением ждет, когда они доберутся до места. Жители деревни приходят к месту жертвоприношения, и появляется владыка Гидра, чтобы принять подношение. Жители кланяются, и отец Мии заставляет ее подойти к владыке Гидре, чтобы тот забрал ее на небеса, и она встретилась с мамой.
Мия соглашается при условии, что отец не будет плакать. Ведь когда они потеряли ее мать, он плакал, и некому было утереть его слезы. Она прощается и бежит к владыке Гидре, но отец не может больше сдерживать чувство вины. Он бросается к ней и умоляет владыку Гидру забрать его вместо нее. Но лорд Гидра напоминает ему, что по договору они должны были каждый месяц приносить в жертву женщину в обмен на сохранение их деревни. Теперь, когда они нарушили договор, лорд Гидра готов обрушить на них свой гнев. Жители деревни в панике и отчаянно умоляют отца Мии отдать ее. Терпение лорда Гидры на исходе, и он окутывает их ядовитыми парами. Мия не может поверить, что бог может быть так жесток к людям, которых он должен защищать. Она беспомощно падает на колени, а лорд Гидра собирается приступить к трапезе, но Мия зовет на помощь. Аян появляется вовремя и не дает лорду Гидре съесть Мию. Аян оценивает силы лорда Гидры и узнает, что тот может испускать ядовитые поры. Он также узнает, что его шкура покрыта защитной слизью, состоящей из смертельных токсинов. Айн зовет на помощь Юри, и та исцеляет жителей деревни, отравленных ядом. Май воссоединяется с отцом, когда тот выздоравливает. Лорд Гидра поражен тем, что Айну каким-то образом удалось нейтрализовать его яд одним лишь взглядом на жителей деревни. Даже Айн удивлен тем, насколько мощной стала магическая способность Юрия после того, как его глаз достиг божественного уровня. Он дает жителям деревни шанс сбежать, пока сам разбирается с лордом Гидрой. Жители не хотят бежать, потому что знают, что это ничего не изменит. Лорд Гидра хвалит жителей деревни за предусмотрительность. Он говорит, что Айн слишком ничтожен, чтобы что-то изменить, но Айн полон решимости доказать обратное. Айн обнажает меч, и лорд Гидра насмехается над ним, называя его тугодумом, потому что меч не лучшее оружие против ядовитых атак. Айн одним быстрым ударом, который превращается в серию ударов, расправляется с лордом Гидрой. От него остаются лишь пятна слизи, которые стекают на землю. Теперь жители деревни узнают в Айне древнего убийцу драконов, который живет в столице. Айн заранее пропитал свой меч целебной жидкостью, полученной от Юри, чтобы нейтрализовать яд лорда Гидры, поэтому его удары оказались столь эффективны. Урсула хвалит его за находчивость, и Айн не может поверить, что она действительно его похвалила. Жители деревни окружают его и благодарят за спасение, но он отмахивается от их слов, потому что сделал то, что сделал бы любой на его месте. Он сообщает жителям деревни, что пришел в их владение в поисках их правителя. Настроение у людей портится, и Айн недоумевает, почему они так резко переменились. Отец мой благодарит Айна, ведь если бы он не вмешался, они бы погибли. Но он говорит, что им было бы лучше, если бы они приняли свою судьбу от рук лорда Гидры. Жители деревни расходятся по домам, но Мия подбегает к Айну и благодарит его за спасение. Айн рад, что смог сохранить улыбку на лице этой невинной девочки, пусть и ненадолго. Он обещает, что они еще увидятся, и она прощается с ним. Она возвращается к жителям деревни, а Айн решает навестить феодала. Он приходит в поместье правителя, но у него возникает нехорошее предчувствие, потому что это единственное место в округе, которое выглядит неестественно роскошно. Он так сильно переживает из-за того, что поместье выглядит подозрительно, что приказывает всем зайти в его глаз, чтобы они были в безопасности. Он входит в поместье лорда и громко представляется. Найган приветствует его и приглашает в столовую на чай с десертом. Айн пробует десерт, но он настолько соленый, что кажется, будто он выпил ведро морской воды. Он пытается скрыть отвращение, которое испытали его вкусовые рецепторы. Айн врет Найгену, что десерт очень вкусный. Найген пробует десерт и тут же падает в обморок. Он извиняется перед Айном и объясняет, что десерт получился таким соленым, потому что он перепутал соль с сахаром. Найген ругает себя за то, что вечно все портит. В конце концов он успокаивается, и Айн спрашивает его о демонах, которые таинственным образом появляются в его владениях. Найген удивлен, потому что никогда не слышал о демонах в своих владениях. Он объясняет, что его владения граничат с безденежным лесом, где обитает множество чудовищ. Он предполагает, что тот, кто сообщил о появлении демона, принял за него какое-то чудовище. Найген извиняется за то, что Айну пришлось проделать такой долгий путь из-за ложной информации. Он отправляет Айна обратно, заверив, что в его владениях все спокойно. Айн предлагает осмотреться, чтобы убедиться, что Найген не ошибся, тем более, что он победил лорда Гидру и видел жителей деревни в таком плачевном состоянии. Услышав, что лорд Гидры повержен, Найген впадает в панику. Он объясняет, что присутствие лорда Гидры удерживало других чудовищ от нападения на деревню, но теперь, когда он повержен, город станет раем для монстров. Айн говорит, что не мог закрыть глаза на требования лорда Гидры о жертвоприношениях, потому что на его глазах могла погибнуть маленькая девочка. Найген возражает, что они были готовы пожертвовать одной жизнью ради спасения сотни. Нигун говорит, что вмешательство Айна имело бы смысл только в том случае, если бы он остался защищать деревню навсегда, потому что у них не хватит сил защититься от монстров в его отсутствие. Ниган отвечает, что делал все возможное, чтобы защитить владение, доставшееся ему от покойного отца. В гневе он выходит из комнаты, а Айн покидает поместье, сомневаясь в правильности своего решения. Выходит Юри и утешает Айна. Она советует ему поступать так, как велит ему совесть. Ниган советуется с Шадоу и сообщает ему, что лорд Гидра убит. Он пытается найти выход из ситуации, потому что найти замену лорду Гидре будет непросто. Но Шадоу говорит, что главная проблема — это Айн. Он поручает Нигану разобраться с Айном, потому что именно он — настоящий демон, которого нужно победить, чтобы защитить Рэй. Ниган не уверен, что справится, но Шадоу убеждает его, что он сможет. И он соглашается следовать плану.
Айн приходит в деревню и подходит к полуразрушенным внешним стенам, за которыми никто не следил годами. На сторожевой башне тоже нет солдат, и Айн понимает, что жители деревни уже много лет беззащитны перед нападениями монстров. Он подходит к женщине из деревни и представляется. Он пытается расспросить ее о правителе этих земель, но она в страхе убегает, утверждая, что ничего не знает. Айн понимает, что жители боятся Негана, но он не может сдаться, проделав такой путь. Он подходит к другому жителю деревни, и тот узнает в нем человека, который убил лорда Гидру. Он рассказывает, что к ним приходили несколько искателей приключений и солдат, но они ничем не помогли, потому что задача была слишком сложной. Мужчина уверен, что Айн последует их примеру и тоже отвернется от них. Он показывает на поле перед собой и рассказывает, что после победы над лордом Гидры монстры разорили это место. Без земли для возделывания жители деревни неизбежно умрут от голода или будут съедены монстрами. Он советует Айну вернуться домой и оставить их на произвол судьбы, но Айн использует магию земли, чтобы оживить поле. Он выращивает универсальные семена, чтобы на поле появились растения. Затем он обращает внимание на разрушенные внешние стены и с помощью магии земли создает более высокую стену, чтобы защитить деревню от нашествия монстров. Айн просит мужчину дать знать, если им что-нибудь понадобится. Он призывает его не сдаваться и бороться за жизнь. Айн умоляет мужчину позволить ему помочь, и его предложение вызывает у того такой смех, что на глазах у него выступают слезы. Это напоминает ему о том, как с таким же предложением выступил отец Нигуна. Отец Нигуна прекрасно справлялся с делами в поместье, но после того, как власть перешла к Нигуну, все пошло наперекосяк. Примерно в то же время появился лорд Гидра, и Нигун заключил с ним сделку, не посоветовавшись с жителями деревни. От оборонительных сооружений деревни остались одни руины, а налоги выросли до невыносимых размеров. Люди, которые протестовали против Нигуна и приходили к нему поговорить, так и не вернулись. Однако благодаря Айну у жителей деревни снова появилась надежда на будущее. Он обещает не терять эту надежду, а Айн обещает, что не заставит его пожалеть об этом. Айн чувствует, что на деревню надвигается орда монстров и выходит им навстречу, потому что ни за что на свете не позволит им тронуть жителей. Айн лихорадочно ищет способ победить множество монстров, приближающихся к деревне. Он смотрит на жителей, которые стоят у разрушенных стен и глядят на чудовищ. Они смирились со своей участью, но Айн не собирается так просто сдаваться. Он приказывает Юре вернуться в его глаза и велит жителям отойти подальше. Он взлетает, чтобы лучше прицелиться в надвигающуюся орду. Он атакует монстров магическим взрывом и уничтожает сотни из них, но на месте павших тут же появляются новые. Монстры бросаются на него, но он уворачивается. Монстры объединяются в воздухе и меняют траекторию, чтобы снова напасть на Айна. На этот раз он оценивает их силы и уничтожает. Он взлетает выше и создает гравитационный колодец, чтобы уничтожить монстров на Земле. Он призывает спираль и уничтожает всех монстров в радиусе ее действия. Один из монстров подкрадывается к Айну и пытается напасть, но Айн замечает его и не дает ему шанса. Он создает миражи, которые атакуют вместе с ним, и уничтожает монстров с помощью нитей. Жители отступают в безопасное место, но один за другим возвращаются, чтобы посмотреть, как Айн в одиночку расправляется с монстрами. Урсула предупреждает его, что так долго он не продержится, потому что первым упадет без сил именно он. Айн уверяет ее, что не сдастся, пока не уничтожит всех монстров. Айн призывает вспышку света и увеличивает радиус ее действия. Урсула беспокоится, что он слишком перенапрягается, но Айн полон решимости уничтожить монстров, даже если это будет стоить ему жизни. Он не может сейчас развернуться и убежать, поэтому выкладывается на полную. Он обнажает меч и уничтожает всех монстров в радиусе действия своей световой атаки. Айн сражается до следующего дня и, наконец, побеждает всех монстров. После этого он тут же падает без сил, и Юри бросается к нему, чтобы исцелить. Айн приходит в себя и садится, но Май заключает его в объятия. Жители деревни выходят, чтобы поблагодарить Айна за то, что он дважды за 2 дня спас их деревню. Это больше, чем сделал для них их лорд за все эти годы. Один из крестьян подходит к остальным и говорит, что они не могут продолжать жить как раньше. Он отмечает, что Айн рисковал жизнью, защищая их, хотя почти ничего о них не знал и не был обязан этого делать. А они только и делают, что проклинают свою несчастную судьбу и ждут, когда их поглотит смерть. Он призывает жителей взять свою судьбу в свои руки и бороться за нее, потому что Айн только что показал им, что нет ничего невозможного, если очень захотеть. Слова крестьянина воодушевляют жителей деревни, и они набираются смелости взять в руки оружие, чтобы обеспечить себе будущее. Айн рад, что его усилия оказались настолько действенными и вернули жителям деревни волю к жизни. Юрий хвалит его за старания, и он отвечает, что это все благодаря ей. Он рассказывает о том, как они познакомились и как сблизились с тех пор. Именно она придала ему смелости и уверенности, которую он смог передать жителям деревни. Крестьяне прерывают их разговор и сообщают Айну, что решили взять дело в свои руки. Они больше не позволят Нигену помыкать собой. Но тут появляется Ниген и требует, чтобы крестьянин повторил свои слова. Он подходит к Айну, но фермер останавливает его и говорит, что никто из жителей деревни больше не пойдет за ним. Остальные крестьяне поддерживают его, потому что поняли, что Ниген был никчемным лидером, когда увидели, что чужак заступился за них лучше, чем он за все эти годы. Ниген разочарован тем, что Айн так легко обвел их вокруг пальца, притворяясь их героем.
Он говорит, что Айн на самом деле демон, потому что ни один обычный человек не смог бы уничтожить лорда Гидру и в одиночку победить множество монстров. Он предполагает, что все это хитроумный план Айна, чтобы захватить власть в Рашике. Нигун уверяет их, что не допустит, чтобы Айн добился успеха. Крестьяне отказываются от его помощи и готовы признать Айна своим правителем, если он решит захватить власть. Они уверены, что он будет править лучше, чем тираны, которые правят ими сейчас. Ниген не понимает, что происходит, ведь он всего лишь защищал свои владения. Фермер подходит к нему и объясняет, что он плохо защищает свои владения, если готов пожертвовать своими людьми. Он говорит, что идеальный правитель сражается вместе со своим народом и за свой народ, как когда-то делал его отец. Это пробуждает воспоминания об отце, и у него начинает раскалываться голова. Он падает на колени и призывает тень из своего кулона на помощь. Он хочет, чтобы тень убедила жителей деревни, потому что они ему не верят. Айн замечает кулон и рассматривает его, но не может прочитать, что на нем написано, потому что его скрывает навык сокрытия. Найган открывает кулон, и тень понимает, что наконец-то может полностью завладеть телом Найгана. Айн предупреждает Найгена, чтобы тот отпустил зеркальный кулон, но уже слишком поздно. Найгена окутывает черный туман, и он уходит в свой ментальный мир, чтобы посоветоваться с тенью. Он спрашивает у тени совета, и тень советует ему продолжать делать то, что ему говорят. Он уверяет его, что со временем все наладится, но он должен убивать всех, кто не подчиняется ему, как убили его отца, потому что от них не будет никакой пользы. Ниган не понимает, о чем говорит тень, ведь его отец умер от болезни. Тень решает, что пришло время открыть Нигану правду. Когда отец Нигана был еще жив, он лично помогал жителям деревни обрабатывать поля. Найген предложил сделать перерыв, потому что он уже долго работал, и жители деревни благодарили его отца за то, что он сам вышел им помочь. Ниган так гордился отцом, что мечтал вырасти таким же любимым. Пока отец отдыхал, он решил помочь ему чем мог, но споткнулся и упал. Он пытался отмахнуться от беспокойства жителей деревни, но закашлялся. Жители деревни беспокоились, что он снова заболел, но он уверял их, что с ним все в порядке. Отец попросил его поиграть с друзьями, но мальчик хотел помочь отцу. Отец отказался, потому что дети должны играть, а не работать. Найгун сдался и решил подойти к детям. Он спросил у ребят, можно ли ему с ними поиграть, но они прогнали его, испугавшись, что он заразит их своей болезнью. Он пытался объяснить, что он не заразный, но дети убежали, не дав ему договорить. Он свернул в переулок и наткнулся на жителей деревни, которые говорили о нем. Они с подозрением относились к Найгуну, потому что он не был похож на отца и постоянно болел. Ходили слухи, что Найгун — подкидыш, которого нашли в безденежном лесу. Найгун понял, что он не родной сын своего отца, и это объясняло, почему он всегда был слабым и неуклюжим. Он понял, что никогда не сможет сравниться с отцом, и заплакал в луже в переулке. Вода в луже потемнела, и из нее появилась тень. Он сказал, что Найгуну не обязательно быть похожим на отца. Он может жить по-своему. Найген подошел к тени и спросил, кто он такой и почему похож на него. Тень представился его воображаемым другом, но предупредил, что Найген должен держать его существование в секрете, иначе он исчезнет. Найген был рад, что у него появился первый друг, и не хотел его терять, поэтому согласился на условия тени. С тех пор Найген целыми днями проводил время с тенью, и они все делали вместе. Однажды утром он спросил Шедау, чем бы тот хотел заняться, и Шедау предложил устроить соревнование, кто быстрее уснет. Шедау заметил, что его отец как-то странно спит в своем кабинете. Он подошел к нему, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и отец сказал, что на него повлияли миазмы какого-то монстра. Но с ним все было в порядке. Отговорки отца его не убедили. Он вернулся в свою комнату и поделился с Шидау опасениями насчет отца, который выглядел очень усталым. Ниган увидел в этом возможность для осуществления своего плана и сказал, что знает о целебном растении, которое избавляет от усталости. Он предложил Негану приготовить отвар по рецепту, который он ему дал. Ниган приготовил отвар и дал его отцу, который поблагодарил его. Он сделал глоток и сразу почувствовал облегчение. Отец Нигуна посоветовал ему никогда не терять своего доброго сердца, потому что, когда он вырастет, из него получится хороший лорд. Несмотря на то, что в тот день отец Нигуна сказал, что ему стало лучше, с каждым днем его состояние ухудшалось. Ниган продолжал давать отцу отвар из целебного растения в надежде, что ему станет лучше. Однажды он пришел, чтобы дать ему привычное снадобье, но увидел лишь труп. Ниган рыдал несколько дней, но Шидау не испытывал к нему сочувствия. Он гадал, сколько еще Ниган будет горевать, прежде чем смириться с потерей отца. Ниган чувствовал себя потерянным, потому что не был уверен, что сможет защитить Райшек в одиночку. Шэдоу заверил его, что он восполнит все его недостатки, так что ему не о чем беспокоиться. Уверения Шэдоу успокоили Нигана, и он поблагодарил его за то, что тот всегда был рядом в трудную минуту. Шэдоу отмахнулся от его благодарности, ведь для этого и нужны друзья. Ниган так и не понял, какую важную правду пытается донести до него Шэдоу. Шэдоу разочарован тем, что ему приходится разжевывать это из-за поразительной наивности Нигана. Он объясняет, что убил отца собственными руками, но Ниган настаивает, что его отец умер от болезни. Шэдоу объясняет, что настойка, которую он давал отцу, была не лекарственным растением, а ядовитой травой. Ниган не верит ему, потому что в травниках написано, что это средство использовали для лечения усталости. Шэдоу признается, что изменил текст, чтобы воплотить свой план.
Шедао отмечает, что созданное им снадобье все равно можно считать лекарством от усталости, ведь человек не может чувствовать усталость, когда он мертв. Шэдоу признается, что солгал, когда сказал, что Айн был демоном. Он говорит, что настоящий демон — это он сам. Он планировал взять под контроль отца Нигана и наладить поставки людей в свое царство, но тот не подавался. Тогда Шэдоу решил пойти на компромисс и с легкостью манипулировал Ниганом, превратив его в пешку, потому что тот отчаянно нуждался в друге, хоть они и не были родственниками. Шэдоу отмечает, что Ниган и его отец нашли общий язык на почве глупости, потому что отец позволил сыну убить себя. Это выводит Нигана из себя, и он теряет контроль над собой. Шэдоу полностью сливается с Ниганом и берет под контроль его тело. Айн зовет Нигана, но Шэдоу говорит, что тот больше не управляет своим телом. Он представляется Айну демоном Виконтом, и Айн не может поверить, что видит перед собой демона. Айн спрашивает, где Нигун, и Тень отвечает, что у него в теле случился нервный срыв. Он не может поверить, что ему так легко удалось завладеть сознанием Нигуна, лишь немного пошатнув его душевное равновесие. Тень винит Айна в том, что Ниген оказался в таком положении, ведь все шло хорошо, пока Тень управлял им как марионеткой, чтобы ослабить оборону территории и отправить людей в царство демонов. Как только Айн решил вмешаться в их планы, он все испортил, и Тени пришлось импровизировать. Теперь ему нужно самому убить Айна, но он предупреждает, что не стоит его недооценивать. Он говорит, что он не такой, как Фалька, у которого сила есть, а ума не надо. Тень собирается манипулировать чувствами Айна, потому что знает, что не может причинить вред Нигуну, и это дает ему огромное преимущество. Тень атакует Нигуна своими теневыми щупальцами, но тот уклоняется. Он решает обездвижить Тень, раз не может причинить ему вред и создает вокруг него щит, но Тень разрывает его, как будто он сделан из папье-маше. Он говорит, что его духовные техники против него бесполезны, потому что у демонов есть защита от всех заклинаний такого рода. Айн хочет использовать столько духовной энергии, чтобы подавить Тень, что тот не сможет прорваться сквозь нее. Но Тень не дает ему времени придумать осуществимый план. Он создает тени, которые превращаются в монстров и нападают на жителей деревни. Айн быстро бросается за монстрами и уничтожает их, прежде чем они успевают причинить вред людям. Он возводит временный барьер, чтобы замедлить тень, и советует жителям деревни уйти куда-нибудь подальше, потому что рядом с тенью они в опасности. Тень призывает еще больше монстров и прорывается сквозь барьер. Монстры пытаются напасть на жителей деревни, но Айн создает свои иллюзии, которые защищают людей. Однако одного из жителей деревни все же хватает монстр. Его крики привлекают внимание Айна, и он пытается найти решение. Тень пользуется тем, что Айн отвлекся и наносит сокрушительный удар своими теневыми щупальцами. Удар отбрасывает Айна назад, и Тень продолжает атаковать его, но он блокирует удары. Он решает нанести ответный удар, но вспоминает, что может навредить Нейгуну. Он решает применить защитное заклинание, чтобы принять на себя удары тени, но заклинание обездвиживает его. Айн в панике, потому что у него нет других вариантов. Тени становится скучно, потому что Айн для него просто груша для витья. Тень говорит, что единственный способ освободить Найгуна из-под его контроля — убить их обоих. Он насмехается над Айном, который не может принять трудное решение и выбрать меньше из двух зол. Он говорит, что если Айн убьет его и Найгуна, то спасет сотни жителей деревни от нападения монстров. Айн отказывается, потому что одна жизнь так же важна, как и сотни. Он зовет Найгуна и пытается заставить его вступить в схватку с тенью за контроль над телом, но тень говорит, что закрыл свое сердце, так что звать его бесполезно. Айзен рассеивает защитное заклинание и нападает на тень. Тень продолжает бить его, и Юри советует ему отступить, потому что она не успевает исцелять его раны. Айн отказывается отступать. Он добегает до тени, хватает его и наносит удар головой, который сбивает его с ног. Найгун сидит в своем барьере и ругает себя. Он винит себя за то, что причинил боль стольким людям, и он не думает, что заслуживает продолжения жизни. Голос Айна прорывается в его сознание, но он не обращает на это внимания, потому что потерял контроль над своей совестью. Айн продолжает взывать к нему, напоминая, что он всего лишь хотел защитить владение Райшика. Он уверен, что у него есть искренние намерения защитить домен, и он просит его вспомнить, что побудило его так сильно захотеть сохранить домен в безопасности. Эти слова проникают сквозь ограду и приводят Негана в чувство. Он вспоминает, что его мотивация защищать владение заключалась в том, чтобы быть похожим на своего отца. Но это было еще не все. Улыбки жителей деревни, когда его отец был главой поместья, запомнились ему надолго. Он тоже хотел, чтобы на их лицах были улыбки, как это делал его отец. Внутри деревни жители подвергаются террору со стороны разгуливающих монстров. Фермер противостоит им и расправляется с ними. Он собирает других жителей деревни и призывает их на помощь. Помоги Найгену вырваться из-под контроля тени. Жители деревни винят Найгена в своем затруднительном положении, но фермер призывает их не судить его по его действиям, потому что он был под контролем. Жители деревни согласны сначала помочь ему, а во всем остальном разобраться позже. Внутри своего загона Найген решает признать свои ошибки, но он не пойдет по легкому пути, пожелав смерть. Вместо этого он смирится со своей ролью правителя Раишика и искупит свои грехи в оставшиеся дни своей жизни. Шидао приходит в себя и говорит Айну, что его сопротивление бесполезно, потому что он только причиняет боль Нгуну. Он пытается напасть на Айна, но его тело внезапно перестает слушаться. Он предупреждает Нигана, что тот зря сопротивляется, потому что они связаны друг с другом до конца жизни. Ниган рад это слышать. Он достает нож и вонзает его себе в грудь. Он говорит, что всегда знал,
что Шэдоу не просто отражение, но закрывал на это глаза, потому что Шэдоу был его единственным другом. Ниган говорит, что несмотря на все злодеяния Шэдоу, он все равно считает его другом. Но Шэдоу это противно. Он говорит, что Ниган — безнадежный слабак, которому никогда не искупить свою вину. Поскольку Ниган твердо намерен покончить с собой, Шэдоу решает уйти. Он уносится прочь в надежде однажды вернуться и отомстить. Он замечает неподалеку Мию и решает сделать ее своей следующей марионеткой, но меч Айна внезапно рассекает его пополам. Айн бросается к Нигану и вытаскивает нож. Он использует способность Юри, чтобы исцелить его, и умоляет не сдаваться, но Ниган не отвечает. Айн теряет надежду, но появляется Юри и продолжает попытки исцелить Нигана, потому что уверена, что они смогут достучаться до него. Айон решает помочь ей, чтобы Ниган не умер. Они продолжают вливать в Нигана исцеляющую магию и вслух призывают его вернуться. Их голоса доходят до Нигана, и его раны внезапно затягиваются. Он в замешательстве садится, потому что должен был умереть. Айн и Юри обнимают его, чтобы поприветствовать его возвращение, но он начинает злиться. Он отталкивает их и требует объяснить, почему они спасли его. Он наконец-то получил наказание за свои грехи. Теперь они лишили его этой возможности успокоиться. Айн выводит его из этого состояния, напоминая ему, что он не собирается жертвовать одной жизнью ради других. Жители деревни поддерживают Айна. Они вернулись, чтобы помочь, потому что они были бы ничем не лучше демона, если бы оставили его умирать. Фермер указывает на то, что смерть не является искуплением его грехов. Это всего лишь механизм спасения. Единственный способ искупить свой грех — это заплатить за то, что он сделал с жителями деревни, и столкнуться с их остаточным гневом. Ниган понимает, что он сделал неправильный выбор в пользу отпущения грехов. Он извиняется перед жителями деревни и благодарит Айн за то, что она дала ему еще один шанс на искупление. Юри рад за Юри, но она внезапно теряет равновесие. Айн вовремя подхватывает ее и понимает, что она потратила столько сил на исцеление Нигуна, что едва может стоять. Он поднимает ее и благодарит за то, что она была с ним все это время. Он уверен, что стал бы таким же, как Найгун, если бы встретил тень вместо Юрия. Он посадил ее отдохнуть у дерева, но его бесит, что демоны используют слабости людей, чтобы извлечь из них выгоду. Он клянется заставить их заплатить за совершение непростительного греха. Урсула выскакивает, чтобы позаботиться о Юрии, в то время как Пина и Элис стоят на страже. Тень сбрасывает кожу и превращается в маленькую рептилию. Он начинает уползать, но Алиса чувствует, что что-то не так. Она сообщает об этом Пине, и та сразу понимает, что тень пытается сбежать. Она заключает его в ловушку внутри своего барьера, и к ним приближается Айн. Он спрашивает, что происходит, и Пина отвечает, что тень пытался сбежать. Айн приказывает им встать за его спиной, потому что тень все еще может быть опасен. Он допрашивает его и требует рассказать, почему демоны так отчаянно хотят его убить. Тень отказывается выдавать своих демонов, и Айн решает уничтожить его. Тень останавливает его и обещает все рассказать, если Айн пообещает, что отпустит его живым. Айн соглашается, но Урсула считает, что это плохая идея. Айн убеждает ее согласиться, и Тень рассказывает, что демоны охотятся за ним по приказу. Айн требует назвать имя того, кто отдал приказ. Тень едва успевает произнести имя, как его голова взрывается. Урсула говорит, что их враг умнее, чем они думали, ведь они приняли меры предосторожности, чтобы важная информация не попала к нему в руки. На закате Айн собирает жителей деревни и сообщает, что теперь они в безопасности, потому что тень мертв. Фермер благодарит Айна за то, что тот спас их и дал им возможность двигаться дальше. Остальные жители деревни чествуют его как героя, но Май грустит, потому что Айн их покидает. Айн обещает навещать их, и Май немного успокаивается. Ниган подходит к Айну и говорит, что никогда не сможет отблагодарить его, как бы ни старался. Он знает, что не в том положении, чтобы просить об одолжении, но умоляет Айна продолжать поддерживать Райшика, чем только сможет. Он говорит, что без помощи Айна они бы не выстояли под постоянными атаками монстров. Жители деревни присоединяются к мольбам Нигена. Они уже решили выступить против монстров, но им нужно подтверждение, что Айн будет с ними. Айн не находит слов. Айн возвращается домой, и король сообщает ему, что в награду за выполнение задания он хочет сделать его правителем Райшика. Айн возражает, потому что награда несоизмеримо больше задания. Король рассказывает, что изначально хотел в награду сделать Айна дворянином, но Нигун настоял, чтобы ему передали управление Райшиком. Нигун сдался, но поклялся вернуться и помочь Райшику, когда понесет заслуженное наказание. Король решает уважить его желание и передать Айну владения, ранее принадлежавшие Нигуну. Айн не в восторге от идеи стать дворянином, потому что считает, что его не примут в обществе знати, ведь он обычный простолюдин. Король уверяет его, что его подвиги растопят сердца всех, кто считает, что он недостоин титула. Айн также говорит, что у него нет опыта в делах знати. Джаспер предлагает представлять его интересы, пока он будет заниматься тем, что ему по душе. Айн все еще размышляет над просьбой короля, ведь он не ожидал такого щедрого вознаграждения. Он хочет помочь Райшику всем, чем может, просто он не представлял, что будет делать это в качестве их лидера. Он поворачивается к королю и соглашается занять этот пост. В царстве демонов распространяются слухи о поражении тени. Два стражника насмехаются над ним, говоря, что он настолько слаб, что его одолели простые люди. Яоанна заставляет одного из них замолчать за то, что он шумит в коридоре. Другой стражник сразу узнает ее и извиняется за свою дерзость. Яна замечает, что ее игрушка больше не двигается как надо, и решает сделать придворного своим новым питомцем. Но ей не нравится, что он так сильно линяет от страха. Она приказывает ему убрать за другим стражником. Иона навещает Ехидну, которая так увлеченно следит за Айном в хрустальном шаре, что не замечает ее появления.
ехидно любуется тем, как Айн защищается. Кормит тень, как и ожидалось. Йона вмешивается и говорит, что ехидна слишком одержима Айном. Ехидна отвечает, что Айн того стоит, потому что у него есть особый глаз, который ее привлекает. Йона напоминает ей, что Айн — обычный человек, но ехидно возражает, что обычный человек не смог бы одолеть двух демонов высокого уровня. Она говорит, что новичкам везет только раз, потому что в следующий раз это уже не везение, а навык. Йона решает проверить свою теорию и ехидно дает ей задание. Она просит ее поручить одному из их головорезов добыть духа мирового древа и вернуть его ей. Она говорит, что Айн тоже собирается к мировому древу, так что она может устроить ему засаду. При упоминании мирового древа Иона оживляется, потому что всегда хотела понять, как оно вырабатывает ману. Она соглашается убить Айна и принести ей мирового духа для исследований. Ехидна замечает в ее словах излишнюю самоуверенность, и Иона признает, что уверена в успехе, потому что она элитный демон. Она пытается уехать, но машина не заводится. Она пытается завести ее силой, но Ехидна сообщает ей, что машина сломалась. Иона бросает свою машину и прыгает в портал, чтобы отправиться на поиски. Тем временем в столице Юрий спрашивает Айна, что бы тот хотел на обед, но их разговор прерывает стук в дверь. Алиса открывает и сообщает Айну, что хочет обсудить с ним кое-что важное. Она рассказывает, что в свободное время с помощью своего особого глаза искала мировые деревья, и одно из них ей явилось. Аин решает немедленно отправиться на поиски дерева, и странный голос с ним соглашается. Аин оглядывается в поисках источника голоса, и на его кровати появляется Кевш. Аин спрашивает, кто она такая, ведь он ее не знает, но тут к ней подбегает Юрий, чтобы поприветствовать старшую сестру. Юрий пытается ее обнять, но образ Кевш мерцает, и она говорит, что пришла не в своем теле. Кирш официально представляется Айну как старшая сестра Юрия. Айн тоже представляется, но не понимает, почему дух пришел к ним сам. Керш рассказывает, что демоны нацелились на мировое дерево, и им нужна помощь Айна. Она говорит, что духи изо всех сил пытаются его защитить, но враг оказался сильнее, чем они ожидали. Аин предполагает, что демоны нацелились на мировое дерево Керш и спрашивает, где оно находится, чтобы они могли отправиться туда немедленно. Алиса уточняет, что нападению подверглось дерево Мэй. Мэй — их младшая сестра, и Алиса нашла ее дерево, когда сканировала бездну с помощью своего глаза. Айн спрашивает, не хранительница ли Мэй защищает дерево, и Кирш отвечает, что хранительница Мэй давно погибла, поэтому она взяла на себя дополнительную работу. Айн в замешательстве, ведь хранители не должны покидать свое мировое древо. Алиса объясняет, что три старшие сестры обладают способностью к самостоятельной деятельности как духи высокого уровня, что дает им некоторую свободу передвижения. Теперь Айн понимает, что Кирш все это время защищала Мэй, но демон, с которым она сражается, ей не по зубам. Алиса удивляется, почему Кирш не может справиться с демоном с помощью своего дурного глаза. Кирш отвечает, что не может использовать всю силу своего дурного глаза, потому что может случайно уничтожить дерево Мэй и Райшик. Айн в смятении. Он не ожидал, что кто-то столь могущественный, как Кирш, не сможет справиться с демоном. Это значит, что демон очень силен. На кону стоит слишком много, и Айн решает помочь Кирш и Мэй одолеть демона. Айн отправляется в бездвяный лес и чувствует, что весь лес на самом деле огромное подземелье. Оно опутано множеством могущественных проклятий, которые могут сбить человека с пути, если активируются. Айн уже готов заблудиться, потому что вокруг него лишь море деревьев. Но он использует свою способность оценки в сочетании с особым зрением Алисы, чтобы найти дорогу к дереву Мэй. Он следует в указанном направлении, но Юри замечает, что им не встретилось ни одного монстра. Айн находит это странным, ведь жители деревни говорили, что в лесу полно опасных монстров, но они не видели ни одного. Юрий объясняет, что монстры чувствуют силу Айна, и поэтому благоразумно не приближаются к нему. Айн решает ускорить шаг, так как вероятность встретить монстра невелика. Он использует суперскорость, чтобы быстрее преодолеть расстояние. Урсул останавливает его, потому что чувствует приближение монстра. Айн останавливается, потому что тоже его почувствовал. Он смотрит вверх и видит рой шершней монстров, кружащих вокруг демона. Демон представляется как Харнет, демонический граф. Она теряет терпение, потому что Айн заставил ее ждать. Она приказывает своим шершням сражаться за нее, но из леса выходит медведь-монстр. Харнет не хочет, чтобы в их схватку вмешивались посторонние, поэтому сначала она посылает рой шершней на медведя. Шершни окружают медведя и убивают его. Харнет так впечатлена смертоносностью своего роя, что уверена, у Айна нет ни единого шанса против них. Она предупреждает его, чтобы он не злился слишком сильно. Она так заносчива, потому что ей удалось одолеть Фалька и Шэдоу. Она посылает рой шершней на Айна, и они окружают его. Айн не двигается, и рой набрасывается на него. Харнет приказывает шершням отступить, но Айн исчезает. Внезапно она чувствует, как что-то пронзает ее грудь, и видит Айна у себя за спиной. Он говорит, что он не намерен проявлять милосердие к демонам. Харнет превращается в рой и смеется над жалкой атакой Айна. Она рассказывает, что является предводительницей роя шершней и управляет ими с помощью специальных сигналов. Она предлагает Айну найти ее в рое, но тот отвечает, что ему не нужно ее искать, потому что он может уничтожить весь рой. Он подает сигнал Урсуле, и та сообщает, что взяла на прицел уязвимые места всех насекомых. Айн выпускает несколько метких огненных пуль, которые сбивают шершней. Шершень не может поверить своим глазам. Она понимает, что оставаться здесь опасно.
потому что она станет легкой мишенью. Поэтому она решает отступить. Она молча клянется отомстить Айну при первой же возможности. Она натыкается на открытый портал и благодарит судьбу. Она пытается пройти через портал, но Иоанна останавливает ее. Иоанна спрашивает, не убегает ли Шершень от простого человека. Шершень нервно объясняет, что Айн оказался намного сильнее, чем она ожидала. Она обещает в следующий раз не недооценивать его и подготовиться как следует. Но Иона не дает ей договорить. Она убивает Шершня, потому что та настолько никчемна, что не заслуживает второго шанса. Иона в отчаянии, потому что не может понять, как такая слабая демонесса, как Шершень, стала демоническим графом. Она не видит светлого будущего для демонов, если все будет идти своим чередом. Единственное, что ее радует после встречи с Шершнем, это то, что теперь она знает, где находится Айн. Мысль о сражении с ним приводит ее в такой восторг, что ей не терпится вступить в бой. За ее спиной появляется Айн, и она сразу чувствует его присутствие. Она представляется ему демоническим герцогом, и Айн понимает, что она намного сильнее Шершня. Он делает вывод, что она и есть тот демон, с которым борется Керш. Юана впечатлена тем, что он смог разглядеть ее истинную силу, несмотря на то, что она скрывала ее с помощью заклинания. Она надеется, что Айн не зря потратил на нее свое время. Айн в ярости от того, что демоны охотятся не только за ним, но и за духами. Иоанна предлагает ему что-нибудь с этим сделать, а не ныть как слабак. Айн тут же появляется у нее за спиной и начинает атаковать ее на ее же уровне, прежде чем она успевает среагировать. Он усиливает себя, становясь сверхсильным, и подбрасывает Иоанну в воздух. Затем обрушивает на нее град ударов и швыряет на землю. Ивана поднимается на ноги и возбужденно смеется. Она в восторге, ведь уже много веков никто не заставлял ее истекать кровью. Она достает пистолеты и стреляет в Айна точными пулями. Она уверена, что пули его прикончат, потому что от них невозможно уклониться. Их нельзя заблокировать или парировать. Он с легкостью отбивает пули, и на секунду мозг Иваны перегружается, пытаясь осознать увиденное. Пули чуть не попали в нее, но она приходит в себя и пытается уклониться. Однако пули все же задевают ее, и она не понимает, что происходит. Сначала она не смогла отразить атаку, которую, по идее, никто не должен был отразить. Затем в нее попадают удары, от которых она должна была легко уклониться. Йона не может понять, почему ее способности так сильно ослабли после одного единственного использования вытягивания маны. Айн помогает ей разобраться. Он сносит ей голову с плеч, а Йоанна все еще пытается понять, что происходит. Айн впечатлен тем, что она все еще жива, несмотря на то, что ей отрубили голову. Он признается, что ни разу не использовал вытягивание маны, а вложил его в серию ударов. Теперь она слабее большинства лесных монстров. Ивана обвиняет Айна в жульничестве. Она уверена, что победила бы, если бы он не использовал такие подлые приемы, чтобы ослабить ее. Она открывает портал и уходит, но обещает, что Айн заплатит за унижение, которому он ее подверг. Айн хочет броситься за ней, но Урсула останавливает его, потому что безопасность Керша и Мэй для них важнее всего. Айн отпускает Ивану, и Алиса ведет его к дереву. Они подходят к кокону, и Айн замечает, что Керш и Мэй могли бы получше спрятать свои тела, потому что кокон слишком бросается в глаза. Алиса объясняет, что кокон окутан духовной энергией, поэтому невидим для обычного глаза. Айн не понимает, как ему попасть внутрь, но тут Кирш убирает барьеры и приглашает его войти. Айн заходит внутрь, и его взору открывается величественная картина. Сестры тоже любуются пейзажем, а затем приветствуют старшую сестру. Айн рад, что она в безопасности, но не видит Мэй. Он спрашивает у Киш, где она, и та отвечает, что Мэй спит под деревьями. Айн подходит к ней, чтобы взглянуть на младшую сестру. Он медленно пятится, чтобы не разбудить ее, но наступает на ветку, и Мэй просыпается. Мэй начинает плакать, и Айн в панике. Он пытается придумать, как ее успокоить, корчит рожицы, чтобы показать, что он не страшный, но это производит обратный эффект. Мэй заливается слезами. Вмешивается Юрий, и Мэй сразу узнает ее. Она радостно бросается к ней в объятия, ведь она так давно не видела старшую сестру. Она подбегает к Пене и Алисе и тоже приветствует их. Мэй рассказывает, что начала делать для них цветочные короны, когда узнала, что они придут, но не успела закончить, потому что уснула. Она показывает им свою работу, и Юрий благодарит ее за старания. Мэй берет цветы и украшает ими свои волосы. Юрий хвалит Мэй за то, что она такая красивая с цветами в волосах. Она также предлагает помочь ей доделать остальные цветочные короны. Мэй рада, что цветы так хорошо сочетаются с ее волосами, и благодарит Юри за комплименты. Айн рад, что Юри заставил Мэй перестать плакать, иначе у него бы лопнули барабанные перепонки. Мэй предупреждает Юри, чтобы он был осторожен. Она рассказывает, что кто-то стрелял совсем рядом с ее деревом, и обвиняет в этом Айна. Юри уверяет, что Айн хороший человек. Он объясняет, что именно он прогнал страшного врага, который хотел причинить ей вред. Мэй понимает, что ошиблась, и извиняется за то, что несправедливо обвинила Айна. Айн понимает, что она испугалась его. Он извиняется за то, что разбудил ее. Мэй просит сделать ее выше, и Айн исполняет ее желание. Мэй просит его прыгнуть еще выше, и Айн изо всех сил отталкивается и прыгает. Они взлетают так высоко, что Айн пугается, потому что прыгнул слишком сильно. Они некоторое время парят в воздухе, а потом возвращаются на землю. Айн напряжен, он ждет, что Мэй рассердится, но она смеется. Она говорит, что теперь Аанг в списке тех, кто ей нравится, и сестры поздравляют его.
Он рассказывает, что Мэй была на грани того, чтобы закатить истерику на неделю, но ему повезло. Мэй просит взять ее с собой в путешествие Айн и ее сестер, и Айн удивлена ее внезапной просьбой. Он спрашивает Кирш, что она думает по этому поводу, и Кирш дает добро. Кирш предлагает Айну охранять дерево, пока они будут развлекаться, и Айн удивляется, что она не идет с ними. Кирш напоминает ему, что ее долг — защищать деревья, за которыми она присматривает, но Айн отмахивается от этого оправдания, потому что он не спрашивал, в чем заключаются ее обязанности. Он спрашивает, чем бы она хотела заняться, потому что хочет уважать ее желания так же, как она уважает желание Мэй. Он уверен, что она захочет присоединиться к сестрам. Он заверяет ее, что с деревом ничего не случится, потому что он возведет барьер и оставит клона на случай, если кто-то решит напасть на дерево. Кирш благодарит Айна за предложение, и они призывают свои ядра. Она доверяет Айну свои магические ядра и сообщает сестрам, что пойдет с ними. Айн обещает Мэй, что сохранит ее ядро в целости и сохранности, и она благодарит его за возможность отправиться в путешествие вместе с сестрами. Юри благодарит Айна за то, что он помог ей воссоединиться с сестрами. И он рад. Урсула сообщает ему, что Юри нужно воссоединиться еще с 4 сестрами, чтобы семья была в полном составе. Айн признается, что чувствовал себя неудачником и всегда ненавидел это чувство, но когда в его жизни появилась Юри со своими сестрами, все изменилось. Он проникся к ним такой сильной симпатией, что почувствовал себя обязанным их защищать. Всякий раз, когда он видит сестер вместе, это придает ему сил, и он гордится тем, что оберегает их теплой улыбки. Айн признается, что хочет быть тем, кем другие будут гордиться. Он вдруг осознает, что слишком разоткровенничался с Урсулой и удивляется этому. Урсула настолько впечатлена зрелостью Айна, что не может сдержать эмоций. Айн замечает это, но делает вид, что ничего не произошло, и ругает его за то, что он не отдал ей духовные ядра. Айн отдает их, и Урсула сообщает ему, что духовное ядро Кёрша дает ему способность к дурному глазу небытия, а духовное ядро Мэй — способность создавать деревья. Она также сообщает ему, что его искусственный глаз стал сильнее, и теперь он может оценивать ауры. Кевш объясняет, что ее дурной глаз может стереть с лица Земли все в пределах видимости, но предупреждает, что для этого требуется огромное количество энергии, и это сильно нагружает глаза. Она советует ему не использовать эту способность слишком часто, потому что ее сложно контролировать, и Айн решает приберечь ее на крайний случай. Мэй объясняет, что ее сила позволяет ей управлять деревом по своему желанию, и демонстрирует это. Айн впечатлен, он уверен, что ее способность будет очень полезной. Урсула объясняет, что способность оценивать ауру позволяет ему использовать ее для повышения своих физических показателей. Она отмечает, что высокоранговые демоны могут использовать ауру для атаки. Она предполагает, что Иована не использовала эту способность, потому что не считала Айна достойным ее. Урсула сообщает, что его меч также наделен способностью поражения злом. Это дает ему возможность рассекать магию и поглощать ауру противника, чтобы становиться сильнее. Теперь, когда Айн открыл в себе столько способностей, ему кажется, что он почти не уступает демонам. В мире демонов знать собирается на круглом столе, который называется «Совет Ехидны». Она приветствует собравшихся и сообщает, что созвала их, чтобы обсудить, как избавиться от Айна, который представляет серьезную угрозу их существованию. На следующий день Иоанн переезжает в особняк лорда в Райшике. Он сообщает всем, что особняк станет их новой базой, и нужно начать уборку. Он идет с Алисой в библиотеку, чтобы приступить к уборке. Он заходит в библиотеку и поражается количеству книг. Они начинают протирать книги от пыли, и Айн заводит с Алисой непринужденный разговор. Он говорит, что, находясь среди книг, вспоминает, как они познакомились. Алиса борется с чувствами, ведь они с Айном наедине, и это прекрасная возможность признаться ему. Айн говорит, что знает о ее чувствах. Она думает, что он уже в курсе и пытается понять, что делать дальше. Айн признается, что чувствует то же самое, и у Алисы внутри все трепещет. Айн объясняет, что знания, которые он черпает из книг, по-настоящему расширяют его кругозор, и он не может не влюбляться в каждую страницу. Алиса не слышит окончания фразы Айна, потому что ее чувства берут вверх. Она намеренно создает порыв ветра, и книги разлетаются по библиотеке. Айн пытается ее остановить, но книга попадает ему прямо в лицо. Курахими заканчивает уборку в своей части дома и идет на кухню проведать Пину. Пина заканчивает уборку, и теперь везде чисто. Курадзими видит ее иллюзию насквозь и приказывает ей выйти из укрытия и начать уборку. Пина развеивает иллюзию и умоляет Курадзими простить ее. Она спешит приступить к уборке, пока не получила тапком по заду. Юри и Урсула заняты уборкой в ваннах в поместье. Юри пытается ускорить процесс, но поскальзывается и падает. Урсула бросается к ней, чтобы подхватить. Но Юрий пишет в воздухе, и Урсула получает в лицо брызги воды из ванны. Юрий говорит, что Урсуле не нужно стоять и следить за ней как ястреб, потому что она сама может все убрать. Она не хочет, чтобы Урсула слишком опекала ее, потому что хочет попробовать все сама. Она не могла делать ничего подобного, пока была мировым древом, поэтому хочет использовать эту возможность по максимуму. Она говорит, что Айн дала ей возможность открыть в себе такие грани, о существовании которых она даже не подозревала. Она совсем недавно поняла, что радуется, когда радуется Айн, поэтому просит Урсулу отмыть ванну так, чтобы Айн была довольна до конца жизни. Мэй и Кирш идут в гардеробную, чтобы навести там порядок. В комнате темно и затхло, поэтому Кирш открывает окно. Мэй замечает ползущее насекомое и поднимает его, чтобы показать Кирш. Кирш пугается, но Мэй просит ее оставить насекомое в качестве домашнего питомца. Кирш отказывает ей,
Поэтому Мэй выбрасывает насекомое в окно и показывает Кирш что-то еще. Кирш думает, что это еще одно насекомое, но оказывается, что это милое платье. Закончив уборку, они решают примерить платье. Айн убирает в библиотеке, а потом переходит в спальню. Он решает помочь с уборкой в других частях дома. В коридоре он встречает Юри и спрашивает, почему она так нарядилась. Она отвечает, что после уборки они решили устроить вечеринку в честь Мэй и Кирша. Она взяла платье из гардеробной, которую убирали Мэй и Кирш. Она просит Айна оценить ее наряд, и он говорит, что она выглядит просто потрясающе. Он предлагает помочь с подготовкой к вечеринке, но она отвечает, что они уже все сделали. Она говорит, что вечеринка станет сюрпризом в благодарность за все, что он для них сделал. Она ведет его в столовую, где уже собрались все остальные. У Айна замирает сердце, но он находит в себе силы похвалить наряды гостей. Пина приносит ему смокинг, но он отказывается переодеваться, потому что не любит наряжаться. Айн не в восторге от идеи, и Пина заставляет его надеть смокинг. Юри говорит, что он похож на принца, а Элис отворачивается, потому что Айн так сияет, что почти ослепляет ее. Мэй говорит, что долго подбирала ему наряд, и Айн хвалит ее за хороший вкус. Юри выводит Айна в центр столовой и приглашает на танец. Но он отказывается, потому что не знает ни одного танца. Элис грустно, что ее не позвали, но Юри приглашает и ее. Она хочет, чтобы они танцевали вместе, потому что так веселее. Айн берет Алису за руку, и Юри приглашает всех остальных присоединиться к ним на танцполе. Курахими включает музыку, а Урсула наблюдает за их веселыми танцами со стороны. После танца Айн и Юри выходят на балкон полюбоваться закатом. Юри благодарит его, ведь именно благодаря ему она снова смогла увидеться с другими членами своей семьи. Айн обещает, что найдет ее оставшихся сестер и воссоединит семью. Юри с нетерпением ждет этого дня. Она говорит, что ей так весело, что она хотела бы, чтобы они всегда так проводили каждый день.